Этот фильм посвящен альтернативной энергетике, точнее новому источнику неисчерпаемой, экологически чистой и мощной электроэнергии, который не потребляет для генерации этой энергии никакого углеводородного горючего или ядерного топлива и не преобразует для этого солнечную энергию. Источнику энергии, основой создания которого было незаслуженно забытое с появлением нефти и газа для всестороннего использования, но все же известное просвещенному человечеству устройство под названием гидравлический таран или рампумп, изобретенное более 200 лет назад. Источнику энергии, который уже сегодня может дать неограниченную электроэнергию, поскольку по мощности он способен заменить тепловые атомные электростанции. Этот фильм состоит из двух частей. Первая часть о гидравлическом таране или рампумп и о том, что о нем известно просвещенному человечеству, что важно для понятия содержания второй части. И вторая часть об этапах постепенной трансформации гидравлического тарана или рампумп в новый источник неисчерпаемой электроэнергии, о существовании которого по определенным причинам было неизвестно просвещенному человеку. В 1775 году в одном из английских журналов появилась статья Уотерхаста с описанием изобретенного и изготовленным в 1072 году прибора. Прибор позволял осуществлять подъем воды на значительную высоту за счет использования потенциальной энергии воды и так называемого явления гидравлического удара. Но этот прибор не мог тогда работать полностью автоматически. Данный недостаток был устранен в 1776 году изобретателем воздушного шара французом Монтгольфьер. В 1797 году он получил патент на это устройство. Однако в том же 1797 году патент на такое же устройство получил в Англии Бултон. А в 1809 году аналогичный патент получил в Америке Сернау. Но уже в 1834 году американец Трауберж запустил промышленный вариант подобного прибора в массовое производство. Но считается, что именно изобретение, сделанное Монтгольфьером, и является тем устройством, которое затем получило название гидравлический таран или, как за рубежом сказано, рампумп. Как правило, гидравлический таран состоит из питательного бака с водой, нагнетательной трубы, ударного клапана, нагнетательного клапана, воздушного колпака и отводящей трубы. И его работа происходит следующим образом. Вода из питательного бака поступает по нагнетательной трубе к открытому ударному клапану и под напором из бака вытекает наружу с возрастающей скоростью. При некоторой скорости воды давление на ударный клапан превышает силу, удерживающую клапан в открытом состоянии, и закрывает его, таким образом преграждая воде выход наружу. В результате происходит резкая остановка движущейся воды и так называемый гидравлический удар. А в пространстве нагнетательной трубы от ударного клапана до нагнетательного клапана давление воды почти мгновенно поднимается до величины напора воды на высоте подъема, в результате чего открывается нагнетательный клапан. Однако на повышение давления вода затрачивает только часть своей скорости, а с оставшейся скоростью вода поступает в воздушный колпак. Возникшая от ударного клапана волна гидравлического удара по трубе достигает бака и, отражаясь там от невозмущенной воды, начинает двигаться опять к ударному клапану, теряя при этом скорость. Таких отражений волны происходит несколько. За время отраженной волны оставшийся объем воздуха в воздушном колпаке сжимается до давления, соответствующего напору воды на высоте подъема. И вода из колпака под давлением по отводящей трубе поступает к потребителю. Благодаря нескольким таким отражениям начальная скорость воды в питательной трубе через некоторое время полностью затрачивается на поддержание в трубе повышенного давления. После чего давление воды под клапанами падает чуть ниже атмосферного. В результате повышенное давление в воздушном колпаке закрывает нагнетательный клапан, а низкое давление под ударным клапаном позволяет ударному клапану открыться. Так вся система автоматически приходит в исходное состояние.
и процесс повторяется. В итоге, при определенной культуре изготовления деталей, вода может подниматься на расчетную высоту автоматически непрерывно много лет. Движущие части тарана, два клапана, проектируются так, чтобы повышение давления в питательной трубе закрывало ударный клапан и открывало напорный клапан, а понижение давления действует в обратном порядке. При этом весь смысл работы устройства в том, что оно поднимает некий объем воды на высоту, используя энергию воды в питательной трубе. Однако гидравлический таран, как водоподъемное устройство, обладает и очень существенным недостатком. Для получения повышенного давления воды требуется слив наружу 80-90% используемой воды. При этом вода, выливающая из ударный клапан наружу, должна обязательно освобождать место для такой же порции воды, которая будет истекать в последующем цикле. Если вода на выходе ударного клапана каким-либо образом будет накапливаться, то будет создаваться непреодолимое сопротивление для выхода новой порции воды, в результате чего разгон воды в нагнетательной трубе нарушится и может прекратиться. Это не позволяет использовать данное устройство на равнинной территории с открытыми водоемами или на реках без большого уклона поверхности земли или без плотин. Несмотря на это, гидравлический таран своей оригинальностью и простотой работы некоторое время сильно привлекал ученых-теоретиков и практиков. Поэтому исследователи-энтузиасты из года в год ставили эксперименты и находили в своих целях разные необобщенные эмпирические формулы и конструкции. В Америке, Австралии и в ряде других западных стран гидравлический таран, как устройство, способное качать воду на высоту, получил развитие мелиорации и различных бытовых нужд. В этих странах и в настоящее время существует несколько десятков малых компаний, специализирующихся на их производстве и продаже. А в интернете через различные поисковые системы при вводе в них слов гидравлический таран или рампумп можно найти не только эти компании, но и большинство количества на эту тему публикаций. Например, на YouTube. Здесь же можно увидеть, как работают эти конструкции. Например, как работает вот эта конструкция. В течение 19 столетия было выполнено много теоретических исследований гидравлического тарана, но до конца 1900 года все они упирались в отсутствие теории гидравлического удара в трубах. Правильная теория гидравлических ударов в трубах была дана впервые русским ученым Жуковским. Ему же принадлежат первые формулы теории гидравлического тарана. А работы по созданию и развитию теории гидравлического тарана были успешно продолжены его учениками и последователями Бубекиным, Бахметьевым, Чистопольским. Окончательное объединение теории и практики гидравлического тарана сделал в 1930 году профессор Чистопольский, создавший первый и до настоящих дней единственно надежный метод теоретического расчета этого устройства. С появлением и развитием в дальнейшем такой науки, как гидродинамика, с целью объяснения происходящих процессов и нахождения оптимальных характеристик предпринимались многочисленные попытки точного решения существующих основных гидродинамических уравнений. Однако такое решение для неустановившегося или, как принято говорить, нестационарного потока, каким является процесс течения воды в гидравлическом таране, возможно только численными методами, которые требуют знания очень многих заранее неизвестных исходных данных. Поэтому такие попытки не имели успеха. Это подтверждается тем, что в разные годы были получены множество различных патентов на модернизацию этого устройства, которые никак не касались изменения или совершенствования самого принципа его работы. Однако и теория гидравлического тарана Чистопольского при ее внимательном рассмотрении вполне достаточно, чтобы понять, какие факторы и какие параметры влияют на работу гидравлического тарана, а также для того, чтобы сделать всесторонний анализ. И такой анализ в начале 21 века был успешно сделан. В 2005-2006 годах в международном научном журнале
«Альтернативная энергетика и экология» были опубликованы некоторые теоретические и экспериментальные материалы, показывающие, что гидравлический таран или рампумп может работать полностью погруженным в жидкость, поскольку каждый цикл нагнетания можно осуществлять без слива жидкости путем применения третьего, то есть помимо ударных нагнетательных клапанов, клапана определенной конструкции, который должен быть расположен на входе питающей трубы. И что таким образом модернизированный гидравлический таран можно использовать как насос или источник мощной экологически чистой электроэнергии, способный теоретически непрерывно и бесконечно долго работать без какого-либо дополнительного топлива. А также, что данное устройство не является вечным двигателем первого рода, а представляет собой преобразователь энергии всепроникающего, незамкнутого в устройстве гравитационного поля. Принципиальная схема этого устройства приведена на этом рисунке. Представим себе, что труба, присоединенная к основанию питательного резервуара, в конце наглухо закрыта, а с той, что присоединена к резервуару, имеет сдерживающую воду тонкостенную мембрану. При определенном расчетном давлении воды мембрана прорывается, и из резервуара устремляется поток воды с увеличивающей скоростью. Если в трубе отсутствует воздух или каким-либо способом он водой свободно вытесняется, то при достижении потоком глухого конца трубы, либо участка существенного сужения в конце трубы, возникает тоже явление гидравлического удара. При наличии так же, как и в гидравлическом таране, у дна трубы, открывающегося при определенном давлении нагнетательного клапана, процесс гидравлического удара начнет обеспечивать ту же накачку. Ударная волна с зоной повышенного давления пойдет навстречу водяному потоку, обеспечивая давление поступления воды через нагнетательный клапан. Отразившись от находящей в резервуаре воды, ударная волна двинется к нагнетательному клапану. При этом при движении ударной волны в сторону нагнетательного клапана, так же, как и в гидравлическом таране, в зоне от входа трубы до фронта ударной волны будет наблюдаться понижение статического давления. Такое движение с периодическим увеличением и понижением давления многократно повторится до тех пор, пока столб воды, находящийся в трубе, не исчерпает свою кинетическую энергию. При этом за определенное время в воздушный колпак поступит определенное количество воды. Такой же процесс будет происходить, если вместо мембраны на входе трубы установить открывающийся клапан. Если при открытом входном клапане через открытый ударный клапан часть воды слить в сливную камеру, а затем каким-либо способом резко закрыть ударный клапан, то волна гидравлического удара пойдет по трубе к входному клапану. И если этот клапан сделать по конструкции обратным, то есть закрывающим со стороны ударного клапана, то при соприкосновении самой первой ударной волной, двигающейся навстречу потоку воды и создающей за собой зону повышенного давления под действием разницы давления, он начнет закрываться, то есть перекрывать протекающий через него входной поток. Исследование такой гидродинамической схемы, введение в теорию реального механизма открытия и закрытия клапанов с учетом их инерционности, показывает, что при определенной конструкции входного клапана и определенных исходных параметрах процесс закрытия может пойти таким образом, что клапан успеет не только закрыться от этой первой волны, но и будет оставаться в закрытом положении, пока действует избыточное давление в трубе под нагнетательным клапаном. В итоге могут создаться условия, когда входной клапан на некоторое время полностью отсечет водяной поток. При этом отсеченная вода, набрав определенную скорость, обязана продолжить свое движение в колпак уже по инерции. Таким образом, сила напора для закачки воды в колпак может быть заменена эквивалентной силой инерции. Однако, в отличие от гидравлического тарана, каждая порция воды, закачанная в колпак, поскольку входной клапан закрыт, должна вызывать невосполнимые потери массы всего столба воды. Вследствие этого на участке трубы со стороны закрытого входного клапана уже с момента начала движения первой отраженной от него ударной волны должна появиться зона разрежения с давлением близким к нулю, в которой может находиться только некоторая малая часть растворенных в воде газов. При этом ее длина во время закачки будет увеличиваться. И в процессе закачки воды в колпак после закрытия входного клапана все последующие отражения ударной волны, распространяющиеся в направлении этого клапана, будут происходить именно от границы этой увеличивающейся по длине зоны отрыва.
При этом каждая порция закачиваемой воды из-за уменьшения продолжительности действия давления под нагнетательным клапаном, из-за уменьшения времени действия ударной волны также будет уменьшаться. В результате закачки воды в колпак, как и в гидравлическом таране, разность начальной и конечной кинетической энергии перейдет в потенциальную энергию, поступившей в колпак воды. Избыточное давление в колпаке должно закрыть нагнетательный клапан, а почти полное отсутствие давления на некотором участке трубы при разрушении столба воды, если таковой еще в трубе останется, должно открыть входной клапан, находящий под статическим напором воды со стороны резервуара. Через открывающийся входной клапан опять начнет поступать вода, объем которой за время поступления будет равняться объему зоны нулевого давления, или, как принято говорить в гидродинамике, зоны отрыва, и процесс нагнетания автоматически повторится. При этом достаточно только один раз произвести в сливную камеру через ударный клапан начальный слив определенной порции воды. На данное устройство были получены патенты в нескольких странах, и в том числе в России. А в результате публикации этих патентов и некоторых материалов в научных журналах, в том числе в журнале «Альтернативная энергетика и экология», а также в американском журнале Energy, появились отзывы экспертов и ученых. В частности, и вот эти отзывы. Но еще в 2003 году работоспособность данного устройства была проверена экспериментально на специальной лабораторной малогабаритной установке, создающей при погружении в воду пульсирующую струю воды над поверхностью воды. Замеренный расход воды через эту установку оказался меньше всего на 7% по сравнению с теоретическим значением расхода воды. В том же 2003 году работоспособность данного устройства была проверена совместно с гидротурбиной, установленной непосредственно у воздушного колпака, и с электрогенератором, который приводился в действие этой гидротурбиной. То есть в составе уже готового электрогенерирующего модуля горизонтального типа, который был испытан при погружении в Атлантическом океане на глубину 50 метров. В этом модуле в качестве гидротурбины применялась модернизированная гидротурбина Energy Technic, специально изготовленная на определенный входной напор, а в качестве электрогенератора использовался синхронный генератор переменного тока с номинальным напряжением 6 кВт при номинальной мощности 100 кВт с автоматической регулировкой частоты и напряжения. Все детали этого преобразователя, аппаратура регистрации давления и независимый источник для ее питания, гидротурбина и электрогенератор были смонтированы в подходящем для этой цели герметическом контейнере, который погружался на заданную глубину. Измерения вырабатываемого электрического напряжения и тока показали значения, какие показаны на графике. Это соответствовало электрической мощности, равной примерно 93 кВт, что по среднему значению было меньше теоретического значения всего на 4,8%. В 2005 году была разработана конструкция электрогенерирующего модуля вертикального типа, работа которого должна осуществляться на глубине его погружения в воду, равной 20 метров. В
качестве генератора электрического тока использовалась синхронная динамо-машина, обеспечивая стабилизированное переменное напряжение 6,3 кВт при частоте 50-60 Гц. Компоновочная схема этого модуля, которая затем стала схемой для некоторых электрогенерирующих модулей иной мощности, представлял собой сборку указанного выше нового водоподъемного устройства, размещенного в монтажном корпусе, установленном на опоре, гидротурбины, повышающего числа оборотов редуктора и динамо-машины. Водоподъемное устройство с клапанами и сливным баком изготовлялось в виде унитарного узла. Конструкция гидротурбины представляла собой колесо Сегнера с вращением за счет реактивной силы, радиально стекающей под напором воды. При испытаниях этого модуля при прогружении его с корабля в море на глубину 20 метров показали, что достигается 535 кВт мощности через 15,6. Для создания любой требуемой мощности такие модули должны соединяться параллельно и размещаться в море, в озере, в искусственном бассейне, как, например, показано здесь. В 2005-2008 годах на основе указанного выше нового водоподъемного устройства и данной конструкции гидротурбины были разработаны различные конструкции электрогенерирующих модулей, в том числе и модули с выходной мощностью 8,8 кВт для бытового использования. При его разработке использовались основные детали стандартного погружного скважинного насоса с тем, чтобы максимально уменьшить его себестоимость. Был разработан и мобильный вариант модуля мощностью 535 кВт. В мобильном варианте модуль располагался в заполняемом водой составном резервуаре, который представлял собой сборную конструкцию из пластиковых колец, устанавливаемую на опорном основании и фиксируемым элементом жесткости. Такая мобильная электростанция размещалась для транспортировки в двух стандартных морских контейнерах и могла быть подготовлена к работе в течение 2 часов. В 1908 году с появлением в промышленности новых конструкционных материалов, в частности прочных легких углепластиков и арамидопластиков, стало возможным отказаться от третьего входного клапана, в результате чего появилась еще одна схема водоподъемного устройства, на которой были также получены патенты в нескольких странах, в том числе и в России. Работает это устройство, как и предыдущее устройство. Только роль входного клапана выполняет вода в питательном баке на входе в питательную трубу. Но в отличие от обычного гидравлического тарана, в питательной трубе при определенных начальных параметрах образуется зона вакуума, достаточная по объему, чтобы по окончании каждого цикла нагнетания скорость разгона жидкости была бы достаточной для автоматического осуществления нового цикла нагнетания. При сверхлегком нагнетательном клапане в этом устройстве потребная длина питательной трубы значительно меньше, а следовательно и время цикла меньше, тем самым мощность значительно больше. Сокращение требуемой длины питательной трубы позволило разработать серию электрогенерирующих модулей мощностью до 1000 кВт, которые не требовалось погружать в море, в озеро или в какой-либо водоем. Необходимая для их работы жидкость уже имелась в таких модулях. Водоподъемное устройство, гидротурбина той же конструкции, редуктор и динамо-машина размещались непосредственно в герметическом резервуаре с жидкостью, таким образом, чтобы гидротурбина, редуктор и динамо-машина располагались над поверхностью жидкости. Такие электрогенерирующие модули, а по сути автономные электростанции, могли устанавливаться в любом месте и, представляя собой башню, не занимая много места, могли использоваться поштучно, либо по несколько штук, соединенных для получения любой заданной мощности параллельно, внутри специального помещения. Однако еще в 2007 году, при дальнейшем анализе основных уравнений теории гидравлического тарана и результатов экспериментальной работы, было установлено, что незатухающий гидравлический удар при определенных условиях можно получить и без нагнетательного клапана, так как этот клапан может заменить инерцию определенного количества жидкости, находящейся выше места расположения этого клапана. Так появилось устройство, которое было названо гидроударный колебательный контур.
Это устройство было запатентовано и потом использовалось в различных модификациях в патентах и в патентных заявках на непотребляющие топливо насосы, генераторы струи воды и подводные движители. В частности, в России в устройстве под названием гидроторан-гидроторане, которое было опубликовано в 2013 году в бюллетене номер 5 Евразийской патентной организации. Принцип работы этого водоподъемного устройства, который так же, как и все предыдущие, может работать полностью погруженным в жидкость, следующий. Устройство помещается в открытый, достаточно большой по объему бак или резервуар с жидкостью или в закрытый резервуар с той же жидкостью, но находящийся под искусственным созданным давлением, большим, чем атмосферное давление. При этом из сливного бака откачивается воздух. Для наглядности светло-синим цветом показана жидкость, а светло-серым цветом вакуум в сливном баке. Запуск устройства в работу осуществляется мгновенным устранением мембраны, например, путем ее полного разрушения взрывчатым веществом, в результате чего жидкость под естественным или искусственным давлением устремляется из питательной и нагнетательной труб в сливной бак, затягивает туда своим напором ударный клапан, до момента, когда клапан полностью не перекроет проходное сечение жидкости в этот бак. В момент перекрытия проходного сечения жидкости, то есть в момент закрытия ударного клапана, когда в сливном баке накапливается некоторая часть жидкости, жидкость в питательной трубе приобретает некоторую начальную скорость. Из-за резкой остановки жидкости при закрытии ударного клапана происходит гидроудар, и от ударного клапана в направлении входа питательной трубы и входа нагнетательной трубы распространяется зона повышенного давления. В направлении входа питательной трубы эта зона распространяется со скоростью звука А1, а в направлении входа нагнетательной трубы эта зона распространяется со скоростью звука А2. Далее в питательной трубе, так же как и в обычном гидроторане, через время прохождения фронта зоны повышенного давления длины этой трубы происходит трансформация избыточного давления жидкости в ее скорость, и со входа этой трубы в направлении ударного клапана начинает распространяться зона пониженного давления. Подобных трансформаций в питательной трубе происходит несколько, пока фронт повышенного давления в нагнетательной трубе не достигнет конца этой трубы. И в нагнетательной трубе за счет такой же трансформации избыточного давления в скорость не появится зона давления близкой к давлению в баке, который под ударным клапаном в питательной трубе затем встретится с зоной давления близкого к нулю, в которой скорость жидкости из-за исчерпания кинетической энергии уже направлена ко входу питательной трубы. После чего давление жидкости в нагнетательной трубе станет равным давлению жидкости в баке, и некоторая часть жидкости из нагнетательной трубы под избыточным давлением начнет поступать в питательную трубу. Но эта часть при правильно выбранных исходных параметрах и в силу того, что нестационарный процесс при относительно большом объеме жидкости в нагнетательной трубе имеет замедляющий инерционный напор, не превысит 5% от количества жидкости, которое может полностью заполнить питательную трубу. В результате чего в зоне давления близкого к нулю за счет прихода дополнительного количества жидкости из нагнетательной трубы давление несколько увеличится, но не превысит 6-7% величины давления жидкости в резервуаре. И конечное давление жидкости в питательной трубе будет таким, что позволит через удвоенное время прохождения длины этой трубы фронтом зоны с давлением много меньшим, чем давление в баке, появившимся за счет поступления части жидкости, вновь разогнаться до скорости, равной v, или даже несколько больше. В результате резкого торможения жидкости в конце этой трубы выше описанный процесс в точности повторится. Основной особенностью этого устройства является то, что питательная труба и нагнетательная труба теоретически бесконечно с неизменной частотой могут подвергаться растяжению только за счет потенциальной энергии окружающей жидкости, которая никуда не расходуется, поскольку упругие силы материалов этих труб эту энергию в период отсутствия на них перепада давления полностью возвращают. Другой не менее важной особенностью гидроударного колебательного контура является то, что из-за отсутствия нагнетательного клапана длина питательной трубы, определяющая время всего цикла нагнетания, теоретически может быть бесконечно мала при условии создания равномерности течения в ней жидкости. А такую равномерность можно осуществить уже при отношении длины трубы к ее диаметру равным 3.
Это позволяет создать гидроударный колебательный контур миниатюрного размера, например, с длиной питательной трубы 10 мм при ее внутреннем диаметре 3 мм. Соответственно, время процесса нагнетания, если считать, что в качестве жидкости используется вода, будет всего 0,04 миллисекунды, то есть в 1500 раз меньше, чем в обычном гидравлическом таране, у которого нагнетательный клапан изготовлен, как обычно, из металла. Следовательно, и мощность нагнетания будет в 1500 раз выше. Работоспособность данного водоподъемного устройства была проверена экспериментально на малогабаритном электрогенерирующем модуле с проектной мощностью 30 мВт. Конструктивно данный модуль имел прямоугольный корпус, наружный сливной бак из двух прозрачных плоских полостей, соединенных трубкой для выравнивания давления, жесткую в верхней части корпуса консоль, в которой крепилась гидротурбина колесо Сегнера, в виде трех загнутых под прямым углом трубок с радиальными отверстиями для выхода воды, и динамо-машину с индикатором работы светодиодом. Подвеска гидротурбины динамо-машины была такова, что позволяла гидротурбине даже при дуновении воздуха через питательную трубу свободно вращаться за счет реактивной силы, возникающей при стечении воздуха из радиальных отверстий трех загнутых пластиковых трубок. Материалом всех деталей модуля, кроме миниатюрной динамо-машины асинхронного типа, был пластик. Схематично данный модуль представлял собой питательную трубу, нагнетательную трубу, 4 симметрично расположенные ударные клапаны, сливной бак, соединенный с атмосферой пластиковой трубкой с заглушкой, и гидротурбину, соединенную валом вращения с динамо-машиной. Модуль для работы устанавливался в открытый прозрачный резервуар с водой, так, чтобы рабочий уровень воды в резервуаре для свободного вращения гидротурбины и безотказной работы динамо-машины был ниже плоскости вращения гидротурбины. Модуль запускался путем быстрого удаления заглушки, что имитировало удаление мембраны. Под действием атмосферного давления и естественного напора столба воды воздух из устройства вытеснялся. Сливной бак частично заполнялся. Уровень воды в резервуаре падал, а уровень воды в питательной трубе поднимался. При этом в питательной трубе происходил необходимый для первого гидроудара разгон воды. В результате достигался установившийся режим работы устройства, и динамо-машина вырабатывала электрический ток. Измеренная мощность тока была 26 мВт. Слышимый звук – это звук ударов, выбрасываемых из сопел гидротурбины частиц воды о стенки резервуара. Расчеты показывают, что если бы рассматриваемое водоподъемное устройство такого размера находилось бы в таком же, но в закрытом герметичном резервуаре, и в нем бы на жидкость действовало бы вместо атмосферного давления давление, равное 1000 атмосфер, то вырабатываемый электрический ток мог бы быть при соответствующей гидротурбине и динамо-машине мощностью 26 кВт. По схеме устройства гидроударный колебательный контур с гидротурбиной и динамо-машиной были разработаны различные резервуарные электрогенерирующие модули, в том числе и малогабаритный модуль вертикального типа с высокооборотной динамо-машиной синхронного типа, обеспечивающий максимальную мощность 58 кВт. В процессе дальнейших исследований появилась идея использования в гидроударном колебательном контуре пьезоэлектрика в качестве материала оболочки нагнетательной трубы. Сама идея использования пьезоэлектрика для выработки электричества в обычном гидротаране была запатентована давно, но не находила практического применения из-за того, что питательная труба должна иметь длину десятки метров, а в воздушном колпаке реализовывались относительно малые перепады давления. В гидроударном колебательном контуре пьезоэлектрик мог работать при давлении жидкости, ограниченной только прочностью стенок резервуара, то есть при очень большом давлении. И учитывая, что энергия, отдаваемая пьезоэлектриком, пропорциональна давлению в квадрате, а из-за отсутствия нагнетательного клапана время процесса нагнетания минимально, можно было надеяться на получение очень большой электрической мощности. Кроме того, применение пьезоэлектрика в качестве материала оболочки нагнетательной трубы позволяет полностью использовать гидроударный перепад давления, меж тем как применение гидротурбины
возможно только при использовании лишь небольшой части этого перепада, поскольку гидротурбина из-за особенностей работы гидроударного колебательного контура не может перекрывать все выходное сечение нагнетательной трубы. Так появилась схема размещения пьезоэлектрика в гидроударном колебательном контуре и размещения этого контура в герметическом резервуаре. В этой схеме наружная поверхность цилиндрического пьезоэлектрика соприкасается с оболочкой нагнетательной трубы, а внутренняя поверхность соприкасается с оболочкой тонкостенной трубы. Таким способом достигается не разрушение пьезоэлектрика при больших перепадах давления гидроудара и снятие зарядов пьезоэлектричества. При этом оболочка тонкостенной трубы выполняет роль положительного электрода. Чтобы не было электрического замыкания или пробоя, с обоих концов цилиндрического пьезоэлектрика размещаются изоляторы. А в качестве жидкости используется жидкий диэлектрик, находящийся под давлением определенного объема газовой среды. Требуемое давление газовой среды создается до герметизации резервуара, либо непосредственно перед запуском устройства в работу. В этой схеме использовалось еще одно новшество. Отсутствовал сливной бак, что значительно уменьшало габариты устройства. Слив запускающей части жидкости и выброс разрушенной мембраны осуществлялся непосредственно в атмосферу, поскольку исходные параметры уже выбирались такими, что давление жидкости в зоне давления близкого к нулю было все же выше атмосферного, что позволяло удерживать ударный клапан в закрытом положении. Попутно была решена задача снятия генерируемых пьезоэлектриком электрических зарядов с оболочки нагнетательной трубы и оболочки тонкостенной трубы, снижение величины напряжения электродвижущей силы и трансформация этого напряжения в электрический ток. Для режима работы, когда на оболочке тонкостенной трубы формируются только положительные заряды, было разработано достаточно простое электрическое согласующее устройство, обеспечивающее приемлемое по значению стабилизированное напряжение на любой по величине нагрузки в пределах допустимой мощности. Электрическая схема этого согласующего устройства базировалась на высоковольтных конденсаторах большой емкости и мощных высоковольтных тиристорах, способных выдержать напряжение до 8,5 кВт. Применение пьезоэлектрика совместно с гидроударным колебательным контуром было запатентовано и используется в различных устройствах. Например, в устройстве под названием гидротаранный электрогенератор, которое было опубликовано в 2012 году в бюллетене номер 10 Евразийской патентной организации. Работоспособность такого устройства была показана на электрогенерирующем модуле вертикального типа, который был разработан с использованием корпуса модуля с гидротурбиной и динамо-машиной мощностью 58 кВт. В объеме корпуса этого модуля в нагнетательной трубе гидроударного колебательного контура был установлен цилиндр пьезоэлектрика в виде свернутой в рулон пьезопленки толщиной 0,5 мм из поливинил-индентфторида, которая наматывалась прямо на оболочку тонкостенной трубы. При постоянном стабилизированном напряжении, заданном электронному блоку управления, согласующего устройство, путем изменения величины нагрузки была получена мощность от 0 до 115 кВт, что в среднем было меньше на 6,7% от теоретического значения. Результаты испытаний этого модуля полностью согласовывались с теоретическими параметрами используемого гидроударного колебательного контура. В частности, во время измерения давления в установившемся режиме в питательной трубе была получена диаграмма давления, свидетельствующая о равной периодичности и расчетном характере давления, возникающем при гидроударе, равной периодичности давления в зоне давления близкого к нулю, равенстве времен действия давления гидроудара и зоны давления близкого к нулю. И самое главное, о наличии установившегося режима. Получение высокого стабилизированного постоянного напряжения ограничивало бы применение такого типа электрогенерирующих модулей. Кроме того, исследования показывали, что еще большая мощность при том же выходном сечении нагнетательной трубы, а следовательно при том же диаметре модуля, можно получить при использовании твердой пьезокерамики на основе титаната цирконата свинца и некоторых композитных пористых пьезоэлектриков. В связи с чем был разработан базовый электрогенерирующий модуль мощностью от 0 до 1500 кВт, пьезоэлектрик которого представлял тонкостенный цилиндр из пьезокерамики на основе титаната цирконата свинца
способный генерировать электрический ток стабилизированного постоянного напряжения и стабилизированного переменного чисто синусоидального напряжения любой частоты. В данном модуле в каждом цикле нагнетания пьезоэлектрик выделял примерно 425 джоулей энергии, что по количеству не является существенной энергией. Например, обычной лампочки накаливания мощностью 50 Вт этой энергии хватило бы всего на 8,5 секунд. Однако в этом модуле такое количество энергии пьезоэлектрик выделял за 0,35 миллисекунды и 2857 раз в течение 1 секунды. Габариты данного модуля позволяли свободно осуществлять его установочное и сервисное обслуживание. В данном модуле был впервые применен ударный клапан с разрушением и отстрелом мембраны взрывчатым веществом, конструкция которого в разных масштабах затем использовалась во всех последующих модулях.
момент отстрела мембраны из этого ударного клапана, находящийся в составе данного модуля, можно видеть при видеосъемке скоростной камерой. Другой особенностью данного модуля было то, что создание необходимого давления газовой среды для обеспечения заданного установившегося режима работы производилось пороховыми газами от сгорания навески низкотемпературного пороха, размещенного в специальном устройстве создания давления. Часть пороховых газов проходила через обратный клапан в этом устройстве, а часть, чтобы дать клапану при достижении требуемого давления в модуле закрыться, сбрасывалась в атмосферу. Такое устройство позволяло обойтись без насоса высокого давления, прочных и негибких подводящих трубопроводов, специальных отсечных кранов высокого давления и тому подобное, что важно для запуска модуля непосредственно на объектах его использования или в полевых условиях. Момент создания необходимого давления газовой среды для обеспечения заданного установившегося режима работы можно видеть при видеосъемке скоростной камерой. В данном модуле для генерации переменного напряжения было использовано свойство пьезоэлектрика менять полярность зарядов на его поверхности при достижении напряжения определенной величины. А для получения переменного, чисто синусоидального напряжения любой частоты было разработано несложное и дешевое в изготовлении согласующее электрическое устройство, электрическая схема которого базируется на формирующих синусоиду мощных высоковольтных транзисторах, способных выдержать напряжение до 6500 вольт. Данное согласующее устройство, используя мощные транзисторы, задающим им программу электронным блоком управления, и мощные тиристоры со своим блоком управления, позволяет переключать при необходимости работу модуля с генерации постоянного напряжения в генерацию переменного напряжения и наоборот. На основе этого базового модуля был разработан электрогенерирующий модуль с достаточно объемным корпусом-резервуаром мощностью от 0 до 1500 кВт, обеспечивающий стабилизированное переменное напряжение 6000 вольт и стабилизированное постоянное напряжение 3000 вольт, который мог работать как в вертикальном, так и горизонтальном положении, а также в любом произвольном положении. Данный модуль создавался специально для промышленного использования, в частности для обеспечения электроэнергии промышленных объектов, использующих подводящие линии переменного напряжения 6000 вольт частотой 50 или 60 Гц. Получение переменного напряжения 220 вольт частотой 50 или 60 Гц возможно при использовании данного модуля, его согласующего электронного устройства и стандартного понижающего трансформатора. А также для железнодорожного транспорта ряда стран, где используются электропоезда с контактной линией постоянного напряжения 3000 вольт. Несколько штук таких модулей, высоковольтные конденсаторы большой емкости, блоки управления, высоковольтные тиристоры и мощные транзисторы, согласующие электронное устройство, и другие электронные компоненты могут быть установлены в сравнительно небольшом контейнере непосредственно под вагонами электропоезда. Такой модуль содержит небольшое количество несложных в производстве деталей, реальная себестоимость изготовления которых в общем объеме не более 4500 евро. Общая стоимость изготовления подобного модуля, включая электронные компоненты согласующего устройства, изготовление этого устройства и наладку запуск модуля, а также согласующего устройства в работу, не превышают 25-30 евро за 1 кВт мощности. Параллельно с промышленным модулем по той же конструктивной схеме, включающей гидроударный колебательный контур и пьезоэлектрик из титаната, цирконата, свинца, был создан электрогенерирующий модуль для использования его в быту. Например, для обеспечения электроэнергии частных домов и фермерских хозяйств. Этот миниатюрный электрогенерирующий модуль мощностью от 0 до 20 кВт, обеспечивающий своим согласующим электронным устройством стабилизированное переменное напряжение 220 вольт частотой 50 или 60 Гц, способный работать в любом положении. Диаметр этого модуля 40 мм, длина 200 мм, а вес 0,9 кг. Изготовление гидроударного колебательного контура и ударного клапана осуществлялось на металлорежущих станках, используемых часовой промышленностью, а изготовление пьезоэлектрика – обычными методами изготовления существующих пьезоэлементов.
При сравнительно небольших габаритах для такой мощности высоковольтных конденсаторов, тиристоров и биполярных транзисторов с изолированным затвором согласующее электронное устройство имеет объем не более 2 литров и вес 2,8 кг, что дает возможность вместе с модулем создать компактную переносную электростанцию весом не более 5 кг. Таким образом, с наличием такого источника неисчерпаемой, экологически чистой и самой дешевой электроэнергии нет необходимости развивать далее тепловые электростанции, атомные электростанции, дорогостоящие неокупаемые электростанции, использующие солнечную энергию, дорогостоящие неокупаемые электростанции, использующие ветровую энергию, и отказаться от централизованных линий электропередач. Ответ на вопрос, почему об этом источнике электроэнергии не знает просвещенное человечество, и как, не спрашивая ни у кого разрешения самому изготовить или купить такой источник электроэнергии, можно получить здесь.